Меня зовут Рамазан, и я из Дагестана. Я приехал в Пермь учиться в медицинском университете, и это произошло в сентябре прошлого года. Вот, учусь я уже на втором курсе, вот, и мне пока что нравится. А почему выбрал Пермь для поступления? На самом деле история очень интересная, и все заключается в том, что именно в Перми был дополнительный набор в медицинский университет, потому что я не успел поступить по определенным причинам, то есть я не успел подать документы вовремя, и, соответственно, у меня не было выбора, соответственно, я подал документы в Пермский медицинский государственный университет и оказался тут. На самом деле, вообще должен был оказаться в Самаре, но я, в принципе, рад, что я оказался именно тут и имею то, что имею. Вот. Ты сейчас участник проекта «Это на Пермь», и что это для тебя значит? На самом деле, честно, я ждал этот вопрос, потому что именно ради этого я и шел на проект, потому что я считаю, что в целом такие проекты, которые объединяют различные народы, различные этносы, говорит о том, что именно те люди, которые это сохраняют, они смогут сохранить традиции, обычаи, все то, что ценили наши предки. И если мы будем ценить то, что было раньше, то мы получим еще больше, как говорили наши классики. Вот, в будущем получим больше. И именно поэтому я считаю, что такие мероприятия такого характера, они приносят большую пользу, особенно в нашей культуре. Меня на самом деле очень такое привлекает, и мне очень нравится, когда я знакомлюсь с разными людьми, вижу, как они смотрят на этот мир, какое у них мнение, и какие у них традиции, обычаи, культура. И на самом деле мне это все очень интересно было всегда, и хотел это сделать когда-нибудь. Вот. А у тебя в реальной жизни очень много межнациональных тусов? На самом деле, да, то есть у меня, не прям много, конечно, но все-таки у нас, во-первых, сам вуз, он немножко многонациональный, то есть как русские ребята, есть татары, есть ребята из Дагестана тоже, собственно, как и я, вот, есть ребята, представители из Африки, из разных стран континента Африка, вот, и даже из Латинской Америки пару ребяточек знаю, из Саудовской Аравии, то есть, уже неплохо, я считаю. Вот. Любимое место? Наверное, первое, что меня удивило очень, это, наверное, набережная нашего города, потому что она, во-первых, очень большая и масштабная, во-вторых, там есть спорткомплексы, то есть там можно прогуляться, там можно просто отдохнуть, послушать музыку, позаниматься йогой, то есть расслабиться и подышать вот этим морским воздухом. И сама Кама, то есть это прям большая река и очень красивая. Слышал, там даже рыбачат, поэтому это довольно хорошо на самом деле, что у нас имеется такая речка. Что еще, наверное, меня удивил памятник Пермяк соленые уши, который располагается где-то в центре. Я даже фоткался, маме отправляла, она такая сразу в статус, конечно же. Вот. И в целом, наверное, я могу отметить и другие памятники, потому что в целом вообще все памятники по городу Перми, они очень такие насыщенные, со смыслом и о чем-то говорят, то есть об истории города и так далее. Вот, наверное, так. Знаете, я знаю о некоторых блюдах, которые готовят в Перми, но, к сожалению, я до них еще не дошел. И я немножечко как-то недоволен, что я до этого не успел дойти, но обязательно нужно дойти. То есть это знакомые всем посекунчики или посекунчики, то есть это немножко филологи, конечно, спорят насчет этого, но суть мы все поняли. То есть это, грубо говоря, такие небольшие мини-чебуреки, в общем-то. Но на самом деле, в любом случае, у любой культуры, хоть и один и тот же состав, но все равно вкус всегда отличается. Вот, наверное, вот это вот я хотел попробовать. А в целом, если взять русскую культуру, например, в любом случае, пермская культура, она также относится к русской кухне все-таки, то, наверное, это пельмени, которые всеми любимые, и я их попробовал. То есть у нашего народа это называется курзе, то есть тоже тесто, тоже мясо, там разные начинки бывают, правда, но просто лепка другая. Тут немножко и тесто, и лепка другая, но в целом одно и то же. Но был рад попробовать пельмени, и сейчас за уши не оттянешь, мне кажется, меня. Курзе, смотрите, курзе есть с говядиной, то есть это тот же фарш, только, правда, у нас мясо другое, у нас это говядина, там же зелень, все специи, лук, все дела. То есть это с мясом, есть также с творогом, есть с картошкой, вот.
Что-то по типу вареников с там, вишней, вот всякие вот такие. Вот у нас такого нет, конечно. У нас вот есть еще курзе с яйцом и луком, например. Вот, но в основном это у нас мясо, творог, творог и картошка. Вот это, то есть, прям традиционное такое. Традиции. На самом деле у нас дома есть отличные традиции. То есть, когда мы приезжаем, например, то есть у меня старший брат учится также в другом городе, не в родном нашем Дагестане. И, соответственно, когда мы приезжаем все в Дагестан летом, мама накрывает большой стол, готовит национальные блюда, зовет всех гостей, родственников. И мы все вместе сидим, обсуждаем, делимся чем-то. То есть это прям такая наша локальная традиция. Вот. Еще одна традиция. Мы по приезде в Дагестан, мы обязательно поедем в село наше родное. То есть село мое родное называется Джибахни. То есть это Кайтакский район, но один из 41 района Дагестана. Вот. И то есть там мы посещаем почти всех родственников, то есть дедушка, бабушка, тети, дяди. И обязательно к ним с подарком, и они постоянно рады нас видеть. Это на самом деле очень такое теплое чувство, когда люди тебя давно не видели, и они рады тебя увидеть, рады принять тебя. И это на самом деле очень круто, и нравится всегда ездить по гостям, по родственникам и с ними видеться, вот, когда давно уже не виделся. Наверное, такое. Традиции, ну, наверное... Опять же, это отношение элементарное к людям, то есть я всегда отношусь ко всем национальностям, то есть ко всем людям в целом, вне зависимости от их расы и так далее, то есть отношусь с уважением, и если взять, например, девушек, да, то есть опять же у нас в Дагестане не сильно принято, чтобы как-то с девушками относились неуважительно или же как-то даже знакомиться, у нас это не совсем прям, знаете, принято, поэтому я как-то тоже стараюсь с этим поаккуратнее. Вот, ну, наверное, что еще? Ну, я, наверное, из такого прям, знаете, в горы не пойду в Пермь, потому что в Дагестане я частенько хожу в горы подышать воздухом. А из таких традиций, наверное, ну, я дома в Дагестане я молюсь, то есть делаю намаз. Вот, я мусульманин, и здесь также мы с другими братьями-мусульманами также делаем намаз, и вот, я думаю, наверное, тоже можно такую традицию все-таки учесть, вот. Я вам тут расскажу очень интересную, наверное, в какой-то степени смешную историю. У меня старший брат, как я уже говорил ранее, улетел тоже учиться в медицинский в другой город, это город Чита, Забайкальский край. Вот, и с ним вместе поехал отец. То есть мама сказала, поезжай с ним, потому что первый сын, как бы, и нужно его все-таки сопроводить. Он поехал с ним до Читы, то есть сопроводил его, он там в общагу заселился, в общежитие заселился, и, соответственно, отец уехал. Вот, и наступило время моего поступления, и мама задает вопрос отцу и говорит, кто с Рамазаном поедет в Пермь, ты или я своего брата отправлю, ну, моего дядю. На что отец отвечает, ну, он сам поедет, он уже взрослый, как бы сам разберется. Я такой, ну, ладно. И получается, что я сам, ну, я улетал на самолете, меня до аэропорта довезли, я сел, прилетел и уже начал ориентироваться в Перми. Ну, на самом деле, тут как бы все не сразу, потому что я прилетел, и я, во-первых, не разобрался в транспорте, потому что у нас немножко другое. То есть там нужно по картам, оказывается, нужно ориентироваться. Сразу скачал себе Яндекс.Карты, Дубльгиз и начал ориентироваться по автобусам. И в целом как-то пока было сложно ориентироваться, но не сразу, правда, но я там спрашивал у людей и как-то пришел к тому, что я разобрался во всем. А что больше всего удивило, вот, когда ты вышел из аэропорта? Ну, тут на самом деле больше, конечно, какой-то такой негативная окраска, потому что я к такому не привык, я такой не видел, то есть я даже всем всегда как раз именно это и рассказываю, что я увидел, когда я только вышел из автобуса, который ехал из аэропорта в центр. То есть выхожу я, значит, с чемоданами, со всеми сумками, и вокруг меня, во-первых, все курили. То есть это для меня было немножечко как-то необычно. То есть да, у нас в Дагестане там, ну, очень редко, но правда люди там курят сигарет, но вот для меня было какое-то открытие, когда люди увлекались, наверное, чем-то, опять же, мы такое осуждаем, электронные сигареты, вот, и также вообще в целом люди, которые были одеты не так, как у нас, то есть это что-то такое больше, наверное, именно исконно русское такое. Вот, увидел в целом, успел увидеть какие-то памятники, успел увидеть вообще в целом
небольшое устройство города. То есть, в целом, я даже был поражен тем, что этот город, он именно роботизированный такой. То есть тут, и я даже всегда удивлялся, когда на светофорах говорили там, переходите дорогу, там, или нельзя переходить дорогу. То есть, как бы это для меня было таким небольшим удивлением. Вот, и мне это всегда нравилось. Даже всегда ждал, пока это скажут. Вот, и, наверное, в целом, то есть, сама структура, то есть, здесь имеется также здание, которое напоминает очень мне город, в котором я также хочу побывать, это Санкт-Петербург. То есть, вот, есть некоторые здания в Перми, я даже уже там был, фоткался, это прям, они похожи немного на именно те дома, которые располагаются в Санкт-Петербурге. Вот, наверное, так. Помимо того, что я учусь в Пермском государственном медицинском университете, я занимаюсь тем, наверное, чем я хотел заниматься очень долго. Это волонтерство. То есть я состою в волонтерах-медиках. У нас в ВУЗе на самом деле очень много различных организаций, в которых ты можешь как-то проявить свою активность. В моем случае это волонтеры-медики. На данный момент я являюсь региональным координатором санитарно-профилактического направления, то есть это направление занимается профилактикой заболеваний различных систем организма. То есть мы там рассказываем, например, как предостеречь от того, что ты там заболеешь, например, онкологией, или же заболеванием сердечно-сосудистой системы, или же опорно-двигательного аппарата. То есть мы прям профилактируем это, потому что в медицине самое главное лечение – это профилактика, то есть не допустить этого всего. Вот. Волонтерство для меня это вообще такое прям, знаете, это прям все для меня. Это я отдаюсь волонтерству, и если даже, возможно, вы спросите, а возможно нет, почему я пошел в волонтерство, все потому что это связано именно с, наверное, больше моим характером. То есть я такой добрый человек, который именно любит больше отдавать себя, чем больше принимать. То есть именно поэтому я в волонтерстве. Но помимо волонтерства я также занимаюсь немножко спортом. То есть это такой вид спорта, как пауэрлифтинг, это штанги, вот все дела. Вот пока что я начинаю, как успехов немного, но есть, поэтому немножко растем в этом. На первом курсе я занимался вообще всем, что было в ВУЗе, то есть это и студенческое, это актив, студ-клуб у нас называется, то есть студенческий актив. Это и какая-то общественная деятельность, это и вообще все. Но сейчас я понял, что все-таки больше надо внимание уделить учебе и тому, что я хочу заниматься. То есть это учеба, волонтерство пока что. И, мне очень нравится пока что. Вот. На самом деле, когда я поступал в медицину, я изначально для себя сделал такую заметочку, зачем я пришел сюда и какую пользу я принесу для мира. И когда я задал себе этот вопрос, я начал очень много думать, рассуждать, и для себя я принял то, что я хочу заниматься, по крайней мере, на данном этапе я хочу заниматься хирургией. И хирургия, как мы знаем с вами, бывает разная. И меня больше привлекает на данный момент кардиохирургия, то есть это сердечно-сосудистые хирурги, которые работают на сердце, на сосудах. Потому что, как мы с вами знаем, именно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает в мире больше всего людей. То есть это первое место по смертности. Вот. И, наверное, все-таки я мечтаю стать кардиохирургом и внести большой вклад в здравоохранение вообще и России, и мира в целом. А в волонтерстве я, наверное, хотел бы просто стать очень хорошим координатором региональным, который будет приносить реально пользу, от которого будут люди профилактироваться, будут понимать, что профилактика это важно и что это нужно. Вот. История, связанная с вашим городом. Наверное, я тут что вспомню, это когда я как раз таки запутался в картах, я не понимал, куда мне ехать, где я вообще. Мне помогли, то есть на улице люди подсказали, сказали, что нужно скачать приложение, чтобы ориентироваться. И это было на самом деле очень приятно, потому что когда люди выходят с тобой на связь, когда контактируют с тобой, помогают, это на самом деле очень круто. Вот, наверное, это вспомню. Сейчас Пермь для меня, это, как вы подметили верно, это город возможностей, потому что, как я уже сказал, вообще в целом вуз ПГМУ, это довольно хороший вуз, и он дает возможность стать тем специалистом, которым ты хочешь, по крайней мере, получить тот фундамент, который нужен для поступления уже в дальнейшем в ординатуру. И в нашем вузе, опять же, очень много различных организаций, и я уже понял то, что
именно в Перми я смогу, например, заниматься волонтерством. Да, у нас в Дагестане это тоже было, но правда я об этом не знал. То есть, возможно, как-то не сильно это освещали, а тут это прям осветили, прям в ВУЗе, и я понимаю. Что еще для меня Пермь? Ну, наверное, я ценитель искусства. И вот и искусства, и в целом еще, наверное, природы. То есть мне очень нравится зима в плане сказочной. Я всегда хотел увидеть вот такую прям сказочную зиму, как во всех сказках, которых я видел. Сказках, которые я читал, и мультфильмах, которых я видел. В Дагестане, к сожалению, такого нет, потому что там это больше южный регион, и там, да, снег там бывает, но он бывает не всегда прям такой, который прям, знаете, что прям такой, чтобы сказать, что это прям зима. В Перми я это увидел, и я был очень поражен и удивлен, то есть это была именно та сказочная зима, которую я хотел увидеть, очень много фоточек, вот, и это для меня на самом деле очень превосходно. И еще, наверное, елка. То есть это елка, которая стояла в центре. Я помню даже себя, когда я подошел к этой елке, поднял вот так голову и просто стоял минут 10 и смотрел. То есть это такая, опять же, сказочная атмосфера, как в фильме, если вы смотрели «Один дома», знаете, такая классика. То есть там такая же атмосфера Нового года и... Наверное, учитывая, что я один в Перми, вот эту новогоднюю атмосферу, наверное, именно город создает. То есть это все освещения в городе, это елка та же самая, это те же Деды Морозы и Снегурочки, которые иногда ходят по улицам. То есть это на самом деле очень круто, что город создает такие вот возможности для людей. Опять же, я понял, что для меня Пермь это, наверное, во-первых, какое-то, ну, такое, знаете, как место силы. То есть я здесь могу... Так как я один, я могу как-то себя с разных сторон рассматривать, то есть понимать, кто я, что мне нужно, зачем мне нужно. То есть это как такой небольшой учитель, наверное. То есть как бы я сам на своих ошибках учусь и сам вообще в целом развиваюсь. И, наверное, Пермь это такой прям точка такая отправления, наверное. Вот.